Всем привет! Сегодня мы с вами собираемся на Вардавар. Я надеюсь, что в центре города до сих пор какой-то движ. Сейчас по времени где-то 1:30. Но я уже, знаете, вовсю готовлюсь. В общем, во-первых, я надела купальник. Потому что если меня очень жестко как-то забрызгивают, купальник высохнет быстрее, чем не купальник. Это первый момент. Второй, я уже обо всем подумала, знаете. Второй момент. Я надену, сланцы. А не сандали, чтобы, если что, то тоже это все очень быстро высохло. И еще очень важный момент, поскольку у меня отит, я вообще, знаете, когда хожу в душ, вкладываю в уши вату. И сейчас, я думаю, тоже будет умно этим заняться. Я прямо сейчас, знаете, и выложу. Вообще, надо подумать, что еще я хочу взять. А взять я хочу точно по минимуму, потому что не хочется все это забрызгать. Но, понятное дело, я все вложу в целлофан. И, скорее всего, телефон тоже целлофаново обмотаю. У меня будет только камера открыта. Ну, прикол будет, если меня вообще не забрызгают сегодня никак. Ну и обязательно кепка, потому что я думаю, я не выходила на улицу. У меня кондиционер еще и работает, плюс ко всему. Не знаю, что там и как сегодня. Во-первых, ветер, но во-вторых, возможно, жара. По крайней мере, вчера было в Ереване 38 градусов. Вот. Я не выходила даже из дома. Позавчера выходила, было 36. Но не сказать, что я прям очень жестко как-то не люблю жару. Я люблю жару. Я нормально, относительно нормально ее переношу. Ну вот как-то так. Как-то так. Сейчас еще найду свою сумку и все положу. Оберну в 10 целлофанов, наверное. И отправимся с вами на Вардавар. Все, что нужно, я уже упаковала в целлофан. Здесь только салфетки остались. Работает! А мне тоже такое нужно. Мне тоже такое нужно. Вот у нас тут как раз много таких пакетов. Ну все. Тогда я беру не целлофан, а вот эту штуку для телефона. Ну, кстати, нормально. Я уже положила телефон в этот пакет. Как он называется? Боб-пакет. И все ок. Сейчас будем вызывать такси. Давно, конечно, я в сланцах не гуляла. Я говорю Саше, что кринж будет, если только нас не обольют водой. Но Саша пошутил, говорит, что ну ничего, мы можем сами друг друга облить. Я такая... Нет, этого мы не будем делать. Так забавно, здесь нас везет таксист, который подвозил нас вчера. Давай пойдем лучше. Я не хочу просто сразу же, как вот я из такси вышла, сразу же быть обнитой. Я прям испугалась. Потому что сразу так выйти из такси, сразу быть облитой, это прям страшно. Причем мы специально такси заказали не в центре, чтобы хотя бы чуть-чуть пройтись, успеть по городу. Это во-первых. Во-вторых, сейчас в центр такси дорогое весьма. Можно где-то вокруг да около остановиться, прогуляться и меньше заплатить за такси. Все, за нами бегут. Блин, я думал, потеплее будет как-то. Я тоже. Польют, это нормально. А покрепче. Просто настолько много... Что, ничего не порвалось? Порвалось. Это от того, что она настолько сырая. Утро в честь праздника позакрывались магазины, по сути, ну это спуск с метро. Да, позакрывались магазины. Раз, два. Уже переживаем, боимся идти в самый центр. Потому что как будто бы нам уже всего здесь хватило. Плюс ко всему, одна из ваток у меня замочилась очень сильно, я ее просто выкинула. В общем,
Не знаю. Ну, наверное, послушаемся. И, возможно, осмелимся дальше выбраться. Ну, это, конечно, жесть. Нас сейчас так поливали с моста, просто мы шли как бы под ним, и на нас ведрами, прям ведрами. Я даже не смогла снять, потому что у меня лицо, ну, постоянно на лицо капала вода, и я боялась просто подскользнуться, свалиться. Поэтому ладно, думаю. Ничего страшного. Думаю, по мне видно, какой трэш сейчас только что произошел. В общем, улицы практически сейчас пустые, видимо, все в самом центре. Но мы решили рискнуть, тоже отправиться в самый центр. Сейчас еще прикол был, полицейский взял, отобрал у челика какого-то ведро с водой, опалил его и убежал. В общем, это было забавно наблюдать. На самом деле мы уже... Ну да. Здесь мы схитрили, сели рядом с секьюрити в надежде, что его не тронут, и, соответственно, нас тоже. Кстати, сработало. Снимаешь? Да. Только больше воды. А вот затаскивай. Перед самой жесткой точкой на площади Республики мы решили зайти перекусить. Здесь тоже все сырые. Волосы завились от сырости. Нет вкуснее твистера, чем вегетарианский. Еще забежали в супермаркет рядом за булочкой. Заметьте, обычно выдают их в крафте, сейчас в пакете. Да. Главное не упасть тут. Я не хочу так. На этом этапе мы решили отправиться домой, и нам, кстати, попался очень душевный таксист. Ну, полгода получается, да? полгода. Ну да, можно сказать так. Сезон фрукты и овощи кушайте. Да, Просто конечно. кушайте. Я не знаю, вы из какой части России или не из России, Ага. но там я, когда вижу, что продают, я жил там. Абрикосы, и на них написано армянские. Поверьте, это не армянские абрикосы. Я не знаю, это откуда они нашли. Ничего, а вот абрикосы армянские тоже. Ну, Да, мы сами с севера. Сук. А вы С севера? севера, Да, да, да. нас там совсем не Мои хватает. родственники, знаете, сколько есть? Север, ну, я не знаю, север какой часть, но мои Ага. родственники в Красноярске и в Якутске. А, Якутск, да. да, Якутск даже севернее, наверное, да? Дальше, Ага. более дальше север. Ну это еще А, восточная. Восточная. А я неправильно сказал, да? Да, Не, восток, да, вот север и восток, да. Да. Северо-восток. А мы с Карелии. Не знаю, слышали, Карелия. Рядом с Финляндией. А, Ага. да. В общем, мы дома. Сейчас срочно бежим в душ.
Саша уже сейчас, потом я пойду, потому что хотим быстренько помыться, потому что обливали нас разной водой, в том числе из фонтанов. Вот. В общем, впечатление насчет праздника. Ну, это вайб просто невероятный. Я говорю, эти впечатления нам запомнятся вообще навсегда. Потому что такого, ну, не испытываешь в принципе. Ну, то есть, это что-то необычное. Вот, все люди такие счастливые. Я не знаю, все на вайбе что-то угорают, смеются, веселятся. С нами еще много кто сегодня прям говорил. Ну, в принципе, с нами часто говорят. Но здесь как-то прям такой вайб, видимо, располагающий, знаете, все хотят с тобой диалог завести. Мы во все отдыхаем, сейчас что-нибудь закажем. Пока что не знаю, что именно, но в любом случае мы покажем, что заказали, и я скажу, сколько это стоило. Сегодня не только Вардавар, но и день фастфуда. Мы заказали шаурму, 2 штуки, вот такого размера. Вышло в 3000 драм, 699 из которых это доставка. Через Яндекс можно оплачивать в рублях. Спасибо большое за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И до новых встреч!